Итак, вот оставшийся жмых от вина я раскидал по баллонам. То есть вот здесь получилось столько, вот тут еще вино, как бы специально не до конца отжимал, и вот баллончик. Ну, примерно такое же количество в нем. А что мы делаем дальше? Вот у меня вода. Я уже говорил, вода родниковая. Вода здесь важна. Вода дает мягкость напитка, если это будет водопроводная вода. В принципе, ну, будет просто более жесткий, возможно. Может, с хлоркой, там, не знаю. Я вот предпочитаю родниковую воду. Нам нужно сделать, это у нас будет брага для будущего коньяка, для чачи. Нам нужно сделать все. Вот 10 килограмм сахара. Формула здесь простая. Сколько вы положите сахара в брагу, столько вы примерно возьмете самогона там, или чачи, там, в зависимости, что вы готовите. Градусов 45-40 баллов. Так. Поэтому я, например, положу 8 килограмм сахара на 30 литров воды, так как у меня там жмых, он сладкий, там еще практически, можно сказать, вино недодавленное, я рассчитываю литров. Делаем просто сироп, высыпаем сюда вот чашку, например, 8 килограмм. Я даже делаю это на глаз, вот я оставляю примерно килограмма 2, вот я оставил, остальное высыпал. Все, заливаем это водой. Вот. Ставим небольшой огонь. И непрерывно практически надо помешивать, чтобы сахар не пригорел. Будет у нас вонять жжёным. Вот так готовим сироп. Так, ну вот сироп готов. Сахар весь растворился. Вот, я делаю его специально горячим, чтобы я его налью в баллоны. Когда я залью холодную воду, чтобы в баллонах получилась теплая вода. Для брожения нам нужна теплая вода. Нам здесь при брожении не будет важно, попадает воздух, не попадает. Мы, в принципе, готовим не вино второе, мы готовим брагу. Поэтому, как бы, попадание воздуха, это, ну, я просто поставлю на перчатку, чтобы не такой запах был в квартире. Вот, ну, просто теперь берем вот так вот. Вот видите, густой, как мед получается. Просто берем и наливаем сюда сироп. Ну вот, я разлил сироп по кегам, половину в одну, половину в другую. Теперь просто туда наливаем воду. Ну, примерно прикидываем. То есть у меня будет 40-литровая фляга, из которой я буду перегонять. Перегоночный куб у меня на 40 литров. Примерно литров 30-35, наверное. Чтобы до края фляги при перегонке сантиметров 20-30 не доходило. Ну, вот, я примерно вот на это количество воды рассчитываю. Итак, вот, друзья. Вот мы поставили брагу из виноградного жмыха, который остался после отдавки вина. Мы можем даже немножко его так сразу возбудить. Не можно. Сразу лучше это сделать. Процесс, чтобы пошел. Все. И она стоит в комнатной температуре. Опять-таки,
Я еще раз повторяюсь. Доступ воздуха здесь не важен. Ну, конечно, лучше, чтобы она не стояла там с открытыми горлами. Просто можно чем-нибудь прикрыть. Вот. Но у меня под них крышек нету. Я воспользуюсь, как и раньше, перчатками. Их даже можно не затягивать. Просто накрыл вот так вот. Все, запаха не будет лишнего в квартире. Вот. По поводу готовности. Ну, здесь уже будем смотреть. То есть, кто-то подносит спичку, там, спичка потухла, там, значит, еще играет брага. Я на вкус всегда пробую. Пошурудил ее, смотрю, газ не идет. Пенки, вот сейчас вот пенка сверху пошла вот немножко. Она уже, в принципе, начинает у нас бродить. Вот. Пенки нету. Таких видимых признаков брожения нету. На вкус попробовал, готовая крепкая брага. Все, я ее цежу, и ну это я дальше буду все рассказывать. Отцеживаю и на перегонку. Вот в таком виде мы ее оставляем до готовности. Ну, примерно из опыта, ну, наверное, дней 10 она будет стоять. 10-12 дней точно. Все, до следующей встречи. Итак, наша брага готова. Долго она в этот раз стояла, почему-то, не знаю. Сегодня у нас 10 декабря. Вот, не помню числа, когда я его поставил. Ну, наверное, дней 20 точно стоял. Что-то долго не могла выбродиться. Не знаю причину. Вот, ну сейчас уже все готово. Я уже снял пробу. Брашка крепкая получилась. В принципе, как я говорил, уже это второе вино практически. И сегодня я его перегоню в чачу. Это будет первый перегон. Вот, в дальнейшем все покажу. Итак, берем просто, я поставил друшлаг, чтобы туда не попадали ягоды, жмых. И просто переливаем через друшлаг, можно через сито. Вот так вот отжимаем сразу. Вот, и жмых выкидываем. Все, жмых теперь можно выкидывать. Я, правда, с него соберу косточку, промою, высушу. Это нужно мне будет для настойки коньяка в дальнейшем. Итак, брагу мы перелили, систему настроили и первый перегон. Сейчас получится чача, то есть самогонка из винограда. Браги примерно вот так где-то получилось у меня. Вот. Ждем. Итак, у нас закапали первые капли. Это так называемые головы. То есть грамм 250 мы отберем, 200. Они никуда не идут. Хотя это самый крепкий продукт, конечно, первак. Но он очень такой ядовитый. Мы отбираем головы. И потом, когда уже перестанет гореть, отбираем хвосты, так сказать. Берем в использование только тело. Ну, это так вот называется. Вот только-только начало капать. Итак, процесс идет, головы мы отобрали. Вот пошел продукт, которым мы будем пользоваться. Еще раз говорю, это сейчас идет чача, виноградный самогон. Я буду перегонять его еще раз. Тогда уже получится виноградный спирт, из которого мы будем делать коньяк. Итак, процесс продолжается. Это уже я второй раз зарядил флягу. Значит, получилось у меня 8 литров примерно 60-градусной самогонки, чачи.
Сейчас я слежу за хвостами, то есть вовремя убрать, так сказать, крепкий самогон, чтобы лился в бочку, в банку. Сейчас проверим, как я это делаю. То есть пока в ложке горит, мы берем. Как только гореть перестает, все, я ставлю другой баллон, я продолжаю отбирать, но это уже будет не самогон, а арома вода. То есть я ее использую для разбавления крепкого самогона, в процессе для добавления там в коньяк. В общем, для всех таких дел. Ну вот у нас в ложке еще горит. Вот видно, что оно горит. То есть мы еще отбираем смело. Даже когда еще на столе, мы разольем на столе, подожжем, будет гореть, еще тогда можно отбирать. Когда уже не будет гореть на столе, тогда мы прекращаем отбор. Вот еще горит. Итак, после всех манипуляций у меня получилось, вот можно сказать, 9,5 литров чачи 60 градусов. Не знаю, там спиртометр. Видно, не видно. Короче, чача получилась 60 градусов. 9 литров. Это первый перегон. Я еще отбираю воду. Тут уже не горит, но в ней присутствует некая крепость. Может градусов 12. Это как вино, можно сказать. То есть, когда мне понадобится развести, например, эту же чачу до 40, до 45, я не буду разводить просто водой, а буду разводить вот этой ароматической водичкой. То есть это так называемые хвосты. Ну вот, пожалуй, и все. Завтра я сделаю второй перегон. Его я уже показывать не буду. Процесс тот же. Аппарат «Малыш» у меня в свое время, во времена Великой депрессии 97-98 года, он был мне сделан на Омском авиационном заводе. Прекрасный аппарат, хорошее качество, хорошая производительность. Я, в общем, доволен. Вот. Я покажу вам уже в следующем видео, как я буду делать непосредственно коньяк. Ну все, с этим прощаюсь.